А теперь, дамы и господа, барабанная дробь, результаты моего теста на коронавирус. Всем привет, меня зовут Лиза и добро пожаловать на мой канал. И сегодня у нас с вами будет очень насыщенное видео. Сегодня я наконец-таки обвешу кабину своей Scania аксессуарами, как давно я хотела это сделать. И сегодня также я приобрету свой собственный прицеп. И также я знаю, что вас давно интересует именно одна очень такая интересная тема. Это результаты моего теста на коронавирус. И результат я уже знаю. И в этом ролике я вам все сегодня расскажу. Девка за рулем, девка за рулем, Если вы еще по какой-то причине не в курсе о моей истории болезни, если вы еще не посмотрели вот эти два предыдущих видео, то, пожалуйста, скорее переходите, смотрите их, а потом возвращайтесь сюда. И сейчас первым делом мы с вами начнем с тюнинга нашей Scania изнутри, обвесим ее всякими интересными штучками. Мы уже сюда приехали. И перед тем, как мы с вами приступим, 5 лучших комментариев, которые попадают в мое видео в студии. У меня появилось дополнение на все эти прикольные штучки-побрякушки, поэтому сейчас мы с вами тут прилепим и шторы, и вообще кучу разных интересного я уже вижу. Но так как у нас Scania черно-красная, я хочу повесить вот эти черно-красные шторки. Вроде бы выглядит неплохо. Только не знаю, вот с такой бахромой или вот с такими кисточками. Наверное, лучше с кисточками, если что, потом смогу поменять. Так, далее у нас теперь здесь есть и ароматизатор СКС. Выглядит вообще неплохо. Ароматизатор ETS2, яблоко, теннисный мячик. Мне нравится вот это. Ну хотя, а с другой стороны можно и повесить кубик. Кубик тоже смотрится неплохо. Так, это что? Вот, на лобовое стекло. На лобовое стекло мы с вами можем повесить. Тут есть, получается, значки всех машин. Давайте сюда на серединку мы с вами повесим, конечно, Scania. Scania и... Это что? Еще что-то странное, что-то интересное. У меня прям глаза просто разбегаются. Вымпел какой-то, какая-то нога нарисована, я не знаю, что это такое. О, можно повесить еще флажки СКС. 2 флажка вот так, например. Мне просто нравится их значок, как у них выглядит. Просто красиво. Но просто несимметрично. Ладно, сделаем вот так. Пока слишком много вешать не будем. Навигатор, у нас еще есть портативный навигатор и телефон. Но меня, в принципе, устраивает навигатор, который есть здесь, но я даже не знаю, есть ли смысл вешать его сюда, может быть, будет удобнее. Давайте я его здесь оставлю, в случае чего я всегда могу его убрать. Просто посмотрим, будет ли мне удобнее ездить с ним вот так. Так, далее, это аксессуары воздуховод. Голова викинга, голова вампира. Мешочек с благовониями. Вот это прям здорово выглядит. Интересно. Но мне голова викинга больше нравится. Хотя здесь еще голова детектива. Давайте оставим голову вампира. У нас такая вампирская черно-красная Scania. Кепку эту наконец-то мы с вами можем тоже поменять. Хотя, ну да, вроде бы что-то добавилось. Кошелек. Компас, бутерброд, телефон. Давайте телефон. Далее сюда. Диски ETS, карта, журналы, информация о доставке, ланчбокс, розовая сумка, книга, планшет. Давайте книгу, потому что я люблю читать. Если бы я была дальнобойщицей, я бы брала бы с собой книги. Читала бы их перед сном. Далее, сюда мы с вами можем поставить бутылки, огнетушитель, упаковка обедов, сухой завтрак, какой-то доширак. Это, получается, чашка супа, а это Несквик. Реально очень похоже. Ну, в общем-то, в жизни мне этот сухой завтрак, этот Несквик нельзя. Для меня это будет не очень здорово, поэтому оставлю его здесь, пусть будет хотя бы здесь.
Далее, что у нас здесь? Вау, всякие подушки, дом, милый дом, статус отношений, подушка след, подушка храп, подушка дальнобойщик. Мне нравится дом, милый дом. Я же все-таки девочка, мне нравятся такие милые вещи. Далее, сюда мы тоже с вами можем положить одеяло. Я могу и одеяло, и еще что-то нет, что-то одно. Ноутбук, планшет, спальный мешок. Одеяло смотрится мило и тоже красно-черное. Мне кажется, сюда подходит неплохо. Сюда мы поменять не можем, никакой ковер повесить. Так, здесь это все уже снаружи. Так, а шторки сюда? Сюда нету шторок? Видимо, нету сюда шторок. Но в принципе, меня уже более-менее устраивает. То, что мы с вами сделали, смотрится поинтереснее, чем было. Поэтому, думаю, оставим так. У нас теперь тут телефон, вампир, книга. Смотрится неплохо, мне нравится. Я знаю, что вы много раз просили меня создать Дискорд-канал. Я долго этого делать не хотела, но все-таки подумала, что отказывать своим любимым подписчикам, своим любимым зрителям я не могу. Поэтому, когда вас наберется 4000, я сделаю свой Дискорд-канал. Но скорость появления Дискорд-канала сейчас будет зависеть не только от меня, поэтому если вы смотрите сейчас это видео и вы по какой-то причине на меня не подписаны, то, пожалуйста, подпишитесь. А те, кто на меня подписан, поделитесь этим видео со своими друзьями и обязательно жмите на колокольчик, чтобы наш канал побыстрее набрал 4000. Но это еще не все. Как только вас станет 5000, я добавлю группу ВКонтакте. А теперь, дамы и господа, барабанная дробь, результаты моего теста на коронавирус. Результат моего теста на коронавирус положительный. Пам-пам-пам-пам, пам-пам-пам-пам-пам. Далее, когда мы с вами возьмем груз, я расскажу уже во всей этой эпопее подробнее, ну а теперь мы с вами переходим к покупке собственного прицепа. Я возьму обычный шторный прицеп. Так. Куда мне его? Вот сюда. Все, в гараж в Касселе. Возьму обычный шторный прицеп, я решила начать с него, и в дальнейшем я смогу себе купить все остальные прицепы, которые мне нужно будет. Но начинаем мы с вами со шторного. Если вы на заднем фоне моих видео слышите звуки коготков, то это вот эта вот красотка это все делает, да? Это все шумит она, поэтому не ругайтесь, пожалуйста, вот она. Такая девочка, помаши, пожалуйста. Я уже переместилась в гараж в Касселе, я уже присмотрела груз, который мы повезем. Это будет мед, как раз тематический, так сказать, груз. Повезем его из Касселя в Оснабрюк, 225 километров нам везти, и весит он 20 тонн. Да, я невнимательно не заметила. Все, мы сами наконец-то поедем за грузом со своим прицепом. Как непривычно даже. Это, конечно, для меня. Так, никого нету, по сторонам я посмотрела. Тут тоже никого не было. Сейчас мы заберем наш мед. И повезем. Я уже забыла, в какой город нам, кстати, нужно его везти. Но мы когда груз заберем, я посмотрю, куда нам надо. Так, и куда нам здесь? Прямо, я так понимаю. А, вот, все. Уже поняла, потому что на карте не совсем заметно. Я еще не знаю, в какой навигатор мне смотреть. С какой навигатор мне будет удобнее. Потому что смотрю пока что в нижний. Я же зачем-то поставила себе тот. Так, все. Вот он наш мед. Так, груз мне... Ага, мне нужно прям припарковаться вот так вот.
Я думаю, что пока что я это не осилю, я сразу нажму Enter, но на прошлом стриме мне задонатили на игру, которая называется Scania Simulator, если я не ошибаюсь, и, насколько я знаю, там есть обучение, вот именно как парковать все эти большие фуры с прицепами, поэтому я сниму видео о том, как я играю в эту игру, научусь парковать, и в дальнейшем, думаю, здесь буду делать так же, потому что сейчас я даже не представляю, как это делается. Так, все. Груз мы забрали. Можем ехать. И я могу, наконец, вам рассказывать свою прекрасную, чудесную историю. Чудесную, конечно, в кавычках. Так, никого нету? Ладно. Никого нету, здорово. В правую сторону смотреть, конечно же, я не училась. Дождь, кстати, закончился. Можем выключить дворники. Ну ладно, я ни с кем не столкнулась, поэтому, надеюсь, никакие знаки, никакие машины в этот раз не пострадают. А то на стриме в прошлый раз страдало много машин, но мы можем списать это на то, что я болею, у меня плохая концентрация внимания. Так. Все, вот так включим поворотник, будем ждать. Опять мы с вами катаемся ночью, почему-то часто мне везет именно на ночь. Но я уже более-менее привыкла кататься и по ночам. Фары я наконец-то уже не забываю включать. Фары у меня включены. И вот, сама история. Мы с вами еще на стриме ждали, когда ко мне наконец-таки придут результаты анализа на коронавирус, и я думала, что тест придет в течение дня, чуть ли не утром, но, к сожалению, тест пришел вообще еще спустя 3 часа, где-то после того, как стрим закончился. То есть я вообще хотела вам прям на стриме рассказать результат, но сама не могла его нормально дождаться. И все, я, значит, открываю свой личный кабинет в этой частной клинике на сайте, и РНК коронавируса SARS-2, или как он там называется, обнаружен. Я такая, здорово, вот, отлично, спасибо. Я очень-очень рада, конечно, в кавычках всему этому. И сразу же на госуслугах мне пришло уведомление, что у вас положительный тест, так что это там мы за вами следим, шаг влево, шаг вправо, расстрел. Но это я, конечно, утрирую, но, видимо, каждый раз, когда сдаешь даже в платном месте тест, то результат сразу начинает числиться в госуслугах. И после этого я подумала, так, наверное, мне нужно сдать КТ, либо мне нужно сдать флюорографию, нужно сделать вообще хоть что-то, как-то проверить свои легкие, вдруг у меня есть поражение, или вдруг болезнь протекает как-то не так, хотя как болезнь может вообще протекать так. Вот, и я позвонила в горячую линию, номер, который мне еще говорили, когда я первый раз еще звонила в скорой, сказала вот так и так, в прошлый раз врач отказался брать у меня тест, но я сдала его платно, он оказался положительный. Что мне нужно делать дальше? Как мне вообще жить? Где мне делать КТ? Вот, и мне сказали, что ожидаете, к вам приедет врач, и далее вас уже отвезут либо на КТ, либо посмотрят и решат по показаниям, нужно ли вам делать флюорографию. Я такая, хорошо, ладно, и стала ждать. И я думала, что будет как обычно, что мне придется ждать просто кучу лет этого врача, но спустя, наверное, минут 40 после моего звонка раздается звонок в домофон, приходит тот же самый врач, который в тот раз мне сказал, что мазок брать не будет. Вот он пришел. Ну, мужчина, кстати, врач приятный, у меня к нему претензий никаких нет. Я не знаю, может быть, их просто заставляют не брать мазки, чтобы как-то скрыть заболеваемость о том, что вот она растет, и поэтому он не взял. И, может быть, дело все просто в ком-то, кто стоит выше, и кто запрещает брать мазки. Ну вот, и он меня посмотрел, сказал, что после прослушивания легких он сказал, что я не наблюдаю у тебя никаких серьезных изменений, то есть, да, коронавирус подтвердился, но легкие у тебя по этой штучке, ну как вот, он прикладывает же, говорит, дышать, не дышать, вот. Говорит, изменений я не наблюдаю, и, в принципе, все хорошо.
ну как, относительно хорошо, пока ты болеешь короной, но сведения обо мне он передаст в ковидную бригаду, и далее уже ковидная бригада от поликлиники, к которой я отношусь, будет заниматься моим лечением и будет следить за моим состоянием. И перед тем, как он уходил, кстати, он заметил, что у меня здесь есть руль, стоит компьютер, что вот это вот все. Он спрашивает: вы стримите, что ли? Я говорю: да. Он такой: интересно, интересно, что ты снимаешь? Я говорю: да вот, там за месяц 3000 на канале набрала. Он так пошутил, сказал: может быть, тоже уйти с медицины, заняться стримерством. Я говорю: можете ТикТок свой начать вести медицинский, было бы интересно. Ну вот, и он ушел. В этот раз он у меня, конечно, пробыл дольше, чем в первый, но, опять же, мазок никто не брал, но, понятное дело, в этом уже смысла не было. Так, я могу, наверное, обогнать, хотя я, конечно, там никого не вижу, но просто это будет кучу лет, если я сейчас буду ждать и ехать за этой машиной. О, все. Спокойно его обогнали, никого даже не зацепило. Вот. И он ушел. И сказал ожидать. И все. И я уснула, и уже сегодня я в течение дня ждала либо звонка, либо того, что ко мне эта ковидная бригада придет. Звучит это все, конечно, круто, по факту приходит один человек. Вот. Но я понимаю, с другой стороны, со стороны врачей, какая у них сейчас большая нагрузка, и что это вообще большой труд туда-сюда таскаться, всех лечить. И где-то часа в 3 днем мне позвонили, спросили еще раз все мои данные и сказали, что сегодня в течение дня к вам подойдет врач, поэтому ожидайте. И опять же решится все по поводу КТ либо флюорографии. Все, это было днем, и вечером, спустя часа 3, ко мне пришел уже врач. Это молодая, милая девочка, одна, вся в этой экипировке. Пришла такая, на меня смотрит: здравствуйте. Я ей: здравствуйте. Вот, переспросила еще раз все мои анализы, спросила, как я сдала анализ сама, почему анализ у меня не взяли и тогда. Я ей все рассказала, что вот так и так, посчитали, что в этом нет необходимости. Вот, она меня выслушала, сказала, что повторный тест я буду сдавать, получается, 31 числа, чтобы подтвердить то, что коронавирус у меня кончился. Ну как, то есть кончился, прошел. Вот, буду сдавать тест, чтобы он был отрицательный. И также она мне выписала большой список препаратов, среди которых там и капли в нос, и противовирусные, и там парацетамол в случае поднятия температуры, если она у меня повысится. И также она мне привезла от поликлиники бесплатно таблетки и капли в нос, чтобы я лечилась. Вот, противовирусные, и гриппферон, думаю, все вы знаете, в нос от гриппа и ОРВИ. Не знаю, поможет мне это все или нет. Ну и там, понятное дело, еще от кашля кучу всяких таблеток, лекарств. Поэтому сейчас мне лечиться и лечиться, но, конечно, дала она мне только 2 препарата, а докупать мне еще, наверное, штук 5 придется. И в понедельник она придет ко мне снова. Не знаю, придет ли снова эта же девушка, но придет врач, чтобы, опять же, снова посмотреть на мое состояние, нету ли улучшений, если улучшение, если все в порядке, то снова мне привезет таблетки, чтобы я, видимо, лечилась дальше, потому что, хотя, может быть, противовирусными и лечится 5 дней. Она же ко мне через 5 дней, получается, должна прийти. Вот, понедельник, да, 5. Тем временем нам с вами осталось ехать еще 85 километров. Мы с вами едем, просто едем. Едем в Оснобрюк, с вами мы везем мед 20 тонн. Все, убираем эту панельку, чтобы она нам не мешала. Кстати, смотрю я почему-то опять на навигаторе внизу, почему-то мне так пока что удобней. Но я еще дам шанс маленькому навигатору, может быть, я к нему со временем все-таки привыкну больше. И все, теперь все, что мне остается, это лечиться до понедельника, ждать, что ко мне снова придут, и не терять веру в выздоровление. И что самое интересное, это по поводу КТ-флюорографии, она мне сказала, что не надо, не стоит.
В общем, никто меня не повез на КТ, ни на флюорографию, никто не стал смотреть на мои легкие, но, видимо, потому что там большая и так плотность тех, кто болеет в этих больницах, возможно, просто меня некуда там принимать или большая запись. Ну, в общем, или, может быть, она посчитала, что со мной все более-менее в порядке. Плюс я и сама чувствую, что мне становится немножко лучше. У меня кашель уже реже, у меня температуры нет уже 4-й день. Она у меня держалась всего 3 дня из всей этой недели. Кстати, сегодня уже неделя и 1 день, как вся эта эпопея продолжается со мной. Вот. И сказала, не надо. Но в понедельник, если станет хуже, наверное, все-таки меня свозят на КТ. Конечно, я бы хотела для собственного спокойствия, я бы хотела все-таки посетить это КТ или хотя бы флюорографию, чтобы знать, есть ли у меня хотя бы хоть какое-то поражение легких, а то все равно немножко волнительно, вдруг я чувствую себя хорошо, да, а поражение легких все-таки есть. Но спорить уже бесполезно, поэтому в случае чего просто снова придется вызывать врача. Ну вот, я уже вижу флажок. Мы с вами уже почти приехали. И также девочка спрашивала про мои симптомы. Из симптомов у меня остался кашель и осталась безумная какая-то просто непонятная слабость. Я элементарно вот делаю какие-то вещи и уже начинаю дико потеть. Мне становится прям тяжело вообще что-либо выполнять, но при этом нет ни одышки, нет ни кашля, нет ни давления в груди, то есть с легкими, ну пожалуйста. Вот я прям в пол нажимаю тормоз, и Скания все равно такая, нет, я хочу целоваться с Вольво. Ну ладно. Ладно. Представим, что вы не заметили. Ну серьезно, я прям торможу прям со всей силы. Наверное, надо было тормозить заранее. Видимо, тормозной путь у фуры длиннее, чем у легковых автомобилей. Но это, конечно, логично. Так, что я сделала? Все. Вернулись обратно. Осталась безумно сильная слабость. Такая слабость, что у меня сил хватает сесть, снять видос, посидеть с вами на стриме, а потом лечь обратно в кровать. Ну, еще, конечно, смонтировать это, выложить и все. И много действий повседневных, которые я раньше делала легко и просто, сейчас отнимают очень много сил. И просто получается, что я не живу, а как-то существую пока что. Не надо снова это делать. Все, слава богу. Господи, там водитель Вольво, наверное, просто молится. Так, мы, видимо, стоим на светофоре. Вот, и поэтому приходится сейчас просто выживать, пить таблетки. Кажется, я даже таблеток ем и выпиваю больше, чем я ем вообще обычную еду. И, кстати, моя насущная самая большая проблема, потому что, конечно же, никаких вкусов, никаких запахов я до сих пор не чувствую. Вообще, от слова совсем. Ничего мне не вкусно, ничего мне ни на вкус не вкусно, ни по вкусу вкусно. Вот, никак. Тем временем груз мы с вами уже отвезли. Я думаю, давайте попробуем его еще припарковать. Конечно, сложновато. Но если что, мы всегда можем от этой затеи отказаться. Давайте медленно, прям впритык встанем к стенке сначала. Так. И поехали. Ой, я уже чувствую, что, наверное, у меня ничего не получится сейчас. Ну да, конечно, я вижу, что там происходит сзади. Ой, она загорелась зеленым, я могла встать. Я подумала, что все плохо. Ну, а теперь... О, все. Все, тормози, пожалуйста. Не успела затормозить. Так, все, тормози. Заглушаем двигатель. Все, расцепляемся. А зачем я расцепилась? Не надо было расцепляться.
Все, надо было нажать просто кнопочку. Превосходно, мы с вами доставили груз мед из Касселя в Оснабрюк. И на этом наше видео подходит к концу. Большое вам спасибо за то, что вас со мной уже становится так много. Я вас всех очень сильно люблю. Большое спасибо за то, что вас было так много на моем прошлом, вчерашнем стриме. Даже несмотря на то, что я болела, и даже несмотря на то, что стрим шел совсем немножко. Большое спасибо, что вы большое спасибо, что вы оформляете свои спонсорские подписки и вообще максимально меня радуете, пока я болею. Я это все очень ценю, реально для меня ваша поддержка сейчас особенно важна, потому что эта ситуация меня вообще выбивает из колеи, но благодаря вам я держусь, у меня есть мотивация хотя бы вот заниматься этим, вы меня безумно мотивируете, я вас всех очень люблю, целую, обнимаю, обожаю, и на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока. Девка за рулем, Девка за рулем,